Как-то раз я зашел в гости к нашему давнему соседу в деревне, деду Ивану. Посидев за травяным чайком с булочками, которые испекла бабушка Катя. И тут я решил расспросить стариков, как и где они познакомились. И как смогли прожить душа в душу вот уже 45 лет. И дедушка Ваня рассказал мне вот такую удивительную историю. Я был тогда промысловиком, в советские годы добывал соболя и сдавал его. Был счастливым и сытым человеком. Так и занимался я любимым делом, в окружении матушки природы. Было у меня на моей территории 3 домика, зимовья. Также были 2 замечательные собаки, лайки, которые помогали мне. Так вот, в очередной обход своей территории, когда я ехал на мотонарте по проторенной дорожке, неожиданно я увидел волка. По его движению было видно, что он уже старый. Волк с трудом передвигал лапами. Я простоял пару минут и решил окликнуть его. Волк посмотрел на меня, подумал о чем-то своем волчьем и, развернувшись, похромал в противоположную от меня сторону. Прошло пару дней, и судьба решила еще раз нас связать с этим старым и матерым волком. Я шел со своими собаками проверять ловушки, которые расставил для поимки соболя. Вдруг мои лайки резко убежали по заснеженному оврагу. Там он и лежал, без сил, и только лишь водил глазами. Он пришел сюда умирать. Я крикнул на собак, чтобы те успокоились, и подошел к слабому зверю. Хищник же не проявлял абсолютно никакой агрессии. Ему было уже все равно, что с ним будет. «Ну раз так, дружище», — сказал я волку, — «то судьбу твою менять буду я. Пенсию тебе устрою». Обвязал его веревкой вокруг груди и потащил его к себе в избушку. Зачем я это делал? Да я и сам не знаю, наверное, жалко серого старика стало. 2 недели я его выхаживал, кормил до отвала, да разговаривал с ним по ночам. Вскоре волк уже стоял на ногах и даже начал огрызаться на моих собак. Я даже планы на него построил: будешь охранником, зимовье от медведей защищать. Но в одно утро, выйдя с ним на улицу, он, покрутив носом, резко куда-то убежал. Вот это мне благодарность такая. Очень я тогда расстроился, что серый зверь ушел от меня. Но каково же было мое удивление, когда поздним вечером, сидя у печки, я услышал стук в дверь. Подумав, что это охотники с соседних участков, радостно открыл дверь и обомлел. Передо мной стояла женщина, которая смотрела на меня большими, напуганными глазами. И, по-моему, она благодарила Бога, что в избушке был я. Смотрю, а волк-то мой тоже тут, в избу просится. Вот так поворот судьбы. Ну, проходите, гости дорогие. Отогрел я женщину, оказалось, что она шла по старой просеке в деревню, да заблудилась. Говорит, как волка увидела, так в снег от страха упала и с жизнью попрощалась. А он ее за валенок тащить стал. Ох, и насмеялись мы в тот вечер. Как же я иногда удивляюсь, что судьба человека может интересно сложиться. Влюбился я тогда в нее с первого взгляда. А летом уже и свадьбу сыграли. И стали мы жить в деревне, неподалеку от этих мест. Ну, а волк во дворе стал у нас жить. Недолгий у него был век. Старый все-таки серый был. Но зато, как он нас свел, просто диву даюсь. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.